Итак, вот вам пришла в голову идея либо автоматизировать свой бизнес, либо выйти в интернет или закрепить там свое присутствие разработкой какого-то приложения, либо сайта, может быть. Или у вас есть идея для стартапа, для программного продукта, и вы решили его разработать. С какими же проблемами вы сталкиваетесь? Во-первых, это чертовски дорого. Во-вторых, общаться с программистами часто довольно тяжело, невыносимо иногда. Да, всегда, наверное, непонятно, что они имеют вообще в виду, когда вам говорят, и часто складывается ощущение просто, что вас хотят обмануть. Третье, частично вытекающее из второго, и вообще непонятно, кому-то, собственно, это можно поручить сделать. Как выбрать подрядчиков условных на то, чтобы они реализовали вам вашу хотелочку. Решение этих проблем составляет, собственно, костяк тем данного канала. О них я рассказываю из выпуска в выпуск. А сегодня мы с вами поговорим о том, как же, собственно, сэкономить-то на этом всем, на разработке. И под сэкономить я имею в виду, что либо вы вкладываете столько же денег, но как-то их растягиваете по времени без ущерба для себя, либо вообще как можно меньше денег потратить на то, чтобы реализовать вот свою бизнес-идею и протестировать ее в рынке. Вообще, есть от нее выхлоп какой-то или нету. То есть снизить свои финансовые риски. Но обо всем по порядку. Приветствую вас, дамы и господа. Я Артем Галухин, и это кофе-брейк про IT для вашего бизнеса и автоматизацию за наши с вами успехи. Я более 10 лет вращаюсь в бизнесе и в различных услугах вокруг него. И был у меня момент, когда я провалил запуск собственного стартапа, там, в строительной нише, в основном по незнанию. Тогда я решил, что я пойду и сам прокачаюсь. И вот последних 6 лет я работал программистом, погружался в айтишку, изучал всю ее изнутри, в том числе, чтобы самому мочь разрабатывать прототипные всякие версии продуктов, и чтобы вот вам здесь рассказать о том, какие там есть нюансы и как простому смертному вообще понять, что в этой айтишке происходит. Контент довольно узкоспецифичный, поэтому нас с вами не так много. Дайте знать, что вы есть. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк к видосу, чтобы поддержать мои начинания. И обязательно в комменты задавайте ваши вопросы, собственно, что вас интересует, потому что, я могу даже не подумать о каких-то вещах, как о сложных, хотя, потому что я уже забыл, давно было время, когда я еще не понимал, что тут происходит. Сегодня мы с вами решаем проблему дороговизны разработки. И конкретно, как снизить ее стоимость, не принося в жертву качества. Не принося в жертву качества, я имею в виду, что мы не будем экономить, тупо обращаясь к самым дешевым программистам, потому что это, скорее всего, вообще не будет экономией. Но в целом, используя эту методику, даже обращаясь к таким ребятам, вы хотя бы повысите риск того, что что-то на выходе получите разумное, рабочее. И для начала давайте я обрисую в общих словах вообще, что такое сложность приложения, где там вообще сложность в разработке, потому что иногда нам кажется, что вроде там, племянник сможет там сам это все сделать, справиться, а потом оказывается, что там сложность такая, что целый там отдел из 10 человек разработки будет год это пилить еще и, возможно, не завершит к концу этого года. Любое приложение, по сути своей, это автоматизация, то есть мы берем какой-то процесс, который обычно там мог делать какой-то условный человек, да, и придумываем, как его описать каким-то алгоритмом. Дальше программист разрабатывает программу, то есть он пишет этот алгоритм, и мы получаем условного робота, который вместо человека решает какие-то задачи. Прикол в том, что этот робот стоит копейки по сравнению с человеком, и здесь возникает вот эта вот гигантская добавленная стоимость, когда, собственно, решение успешное, и когда им начинают пользоваться, да, те люди, которые придумали вот этого робота, они получают кучу денег. И поэтому программисты, да, дорого стоят, потому что им за это платят. Они заменяют большое количество людей кодом. Так вот, каждая такая функция, которая заменяется алгоритмом, их принято называть фичами. То есть приложение, следующая его структура единицы — это фича. Чем больше таких фич, тем приложение сложнее. Но здесь сложность, она не линейно растет, то есть каждую фичу вы добавляете, чуть-чуть оно сложнее становится. Нет. Все фичи, они обычно друг с другом так или иначе связаны, и вот когда начинаются эти переплетения, то сложность, она растет экспоненциально. То есть там, условно, к 2/3 фичу добавили, стало сильно сложнее, не чуть-чуть на одну фичу. И тут мы, собственно, подходим к теме нашего видео. Оптимизация через правильное описание MVP. MVP, по-английски Minimal Viable Product, на русский же переводится минимально жизнеспособный продукт. Говоря простыми словами, это та версия вашего продукта, где прям все, что можно было отрезать, отрезано и оставлена только вот его какая-то бизнес-суть, которая позволяет протестировать идею, которая стоит за продуктом, и проверить, собственно, есть ли какой-то экономический потенциал вообще у этого решения. Несмотря на то, что владельцев или продакт-оунеров, или вас, если вы выступаете заказчиком, обычно в момент процесса вот этого отрезания фич на потом прям жестко корежит, и кажется, что каждая фича, которая родилась в голове, она вот прям замечательная, без нее вообще продукт будет никаким, надо ее прям кровь из носа, но реализовать. Вот несмотря на это, правильная оптимизация, обрезание фичи за фичей, она ведет к
очень серьезной экономии, как бы, и к очень высокому снижению рисков неправильной разработки или долгой слишком разработки. Я уже сказал, да, что сложность от количества фич, она растет экспоненциально, и получается, что каждая вот эта вот обрезанная фича, она вам прям сильно-сильно-сильно снижает реальную сложность вот этого минимального продукта. Кроме того, очевидно, что снижая количество фич, вы снижаете простор для багов, ну или косяков, которые, возможно, возникнут в вашем там потенциальном продукте. И очевидно также, что, собственно, здесь и есть вся экономия. Здесь вы сильно снижаете стоимость разработки. Для примера могу привести сервис Boosty. Это сервис для того, чтобы собирать платных подписчиков, сообщества. У меня есть другой канал «Денег достаточно». Ссылка будет в описании. Там на тему денег мы общаемся. Так вот, я подключил Boosty для того, чтобы собирать там потенциально платных подписчиков. Сервис, могу от себя сказать, просто отвратительный. Там такое ощущение, что прям ничего нет. Вот чтобы тебе не пришло в голову, ничего там нет. Но тем не менее, там есть самые минимально необходимые функции, ну и даже что-то там чуть сверху, видимо, что очень слезно просили, чтобы такие платные сообщества собирать. И сервис работает, не знаю, насколько он как бы отбивается, учитывая, что Mail вроде его разрабатывает и могли бы как бы и получше вложиться, но тем не менее, вот такой сервис есть, и такой итеративный процесс разработки в целом-то он правильный. Ну, то есть итеративный, я имею в виду, что у вас есть какой-то набор фич, и вы потихонечку там добавляете по одной. Главное самое на старте выделить вот MVP, то, о чем мы сегодня говорим. Иными словами, процесс разработки выглядит так. Вы сначала выделяете MVP, идете его разрабатываете, оно вам встает относительно дешевле, чем если бы вы там сразу хотели полнофункциональный продукт, начинаете его тестировать. Чем раньше вы отдадите в рынок свой продукт, тем быстрее вы о нем получите обратную связь, тем вы сильно увеличите собственные шансы на успех, потому что пользователь пробует, дает вам обратную связь, рассказывает, вот мне не хватает такой фичи. Если там 100 пользователей сказали, что им такой фичи не хватает, и у вас сходится математика, что вы себе можете позволить эту фичу добавить, вы ее идете и добавляете. И правильный вариант развития событий в любом стартапе, в успешном потенциально, вот он именно такой. И я видел, как стартапы вот именно с таким подходом замечательно развивались, превращались в огромные продукты. С другой стороны, я видел, сам принимал даже участие в разработке стартапов, где была какая-то гениальная, монструозная там система придумана, и она даже на момент, когда я уже входил в разработку, была устаревшая. То есть она с точки зрения кода уже была устаревшая. И очевидно, что эту идею хотели запускать 2-3 года назад, но не могли ее допилить просто из-за того, что продукт очень сложный. И его даже протестировать не могли, потому что там все время вырезали какие-то баги, и непонятно было, сколько нужно сил потратить, чтобы это все допилить. И мне даже страшно представить, сколько денег было похоронено на самом деле в эту разработку. И я прям уверен, что ее так до сих пор и не запустили, потому что, скорее всего, так и не смогли доработать. Если у вас есть идея, например, но вы не знаете, как прям ее под MVP подрезать и как вообще оформить техническое задание, например, на разработку, напомню, под видео есть мои контакты, обращайтесь, я либо посоветую что-то, проконсультирую, либо, может, даже частично разработку на себя с командой возьму. В общем, тут все решаемо. Вот он, вы меня, можно сказать, уже знаете. Резюмируя же сегодняшнюю тему, вот к любой к такой разработке, да как и, наверное, к любой глобальной большой задаче по жизни, я советую подходить с бритвой Окама и отрезать все лишнее, чтобы оставить саму сущность, чтобы как можно меньше сил и ресурсов затратить на ее реализацию, хотя бы первичную. Тогда и расходы будут ниже, и, соответственно, скорее всего, вашего бюджета с большей вероятностью хватит на то, чтобы довести проект до какой-то там разумной стадии. И затрат времени будет тоже меньше, и как бы вы, возможно, с вашим решением быстрее окажетесь на рынке, быстрее вы успеете проверить, как бы обойдете конкурентов. Часто, на самом деле, довольно все во время и упирается. И кто даже с кривым каким-то косым продуктом выходит на рынок и с обрезанным функционалом, но делает это первым, вот он как бы рынок и крышует. Какой-нибудь Facebook, условно, я не знаю, если вы пользуетесь, запрещен в России, да, террористический, он кривой, косой, и я сам не знаю, как им пользоваться, но вот он такой, и он всю дорогу такой. Или LinkedIn, еще хуже. Вообще полный ад происходит. Так, чтобы решить ваши айтишные задачи или задачи по автоматизации вашего бизнеса, нет ничего проще, чем обратиться ко мне. Все контакты, ссылки в описании. Поддерживайте обязательно видео лайками, подписывайтесь на канал, чтобы не теряться. Задавайте в комменты ваши вопросы, если кофе еще остался. Вот вам предложечка, что можно посмотреть, продолжив кофе-брейк. И с вами был Артем Галухин, канал IT и автоматизации для вашего бизнеса. Пока.